Привет, я Ира. Добро пожаловать в Логово интроверт. И сегодня я хочу вспомнить одну из самых страшных, трагических страниц нашей истории. Сегодня я хочу поговорить о блокаде и обороне Ленинграда и о том, как это событие отразилось на почтовых марках. Совсем недавно, 18 числа, мы вспоминали о прорыве блокады. Блокаду Ленинграда прорвали 18 января 1943 года. Спустя год, 27 января 1944, город был полностью освобожден. В январе же, но только 30-го, родилась девочка Таня, дневник которой стал одним из символов непокоренного города. Но давайте обо всем по порядку. Операция «Искра» началась 12 января 1943 года. Ленинградским фронтом на тот момент командовал генерал-лейтенант Леонид Александрович Говоров, Волховским генерал Кирилл Афанасьевич Мерецков. На марках эти командиры появились в 1977 году, год своего 80-летия. А к столетию командиров, маршалов, были выпущены почтовые карточки с оригинальной маркой. Но вернемся к операции «Искра». В конце 1942 года командование поставило задачу через месяц, в конце января, выйти на линию Мойка-Михайловский-Тортово. Для этого Ленинградские и Волховские фронты усилили дополнительной артиллерией и танковыми подразделениями. По численности советские войска в разы превосходили войска фашистов. Однако за время оккупации они устроили серьезные укрепрайоны в тех селах, которые занимали. С помощью этого надеялись остаться на уже занятых ими территориях. К тому времени, как началась операция «Искра», блокада Ленинграда продолжалась уже 16 месяцев. Кстати, именно в это время, когда шла подготовка к операции «Искра», вышла и первая почтовая марка, посвященная обороне Ленинграда, в декабре 1942. Сам же город не сдавался все эти 16 месяцев. О том, как выживали люди в блокадном Ленинграде, мы можем знать в первую очередь из дневников ленинградцев. Из самого известного дневника Тани Савичевой, но о нем чуть позже. Были и другие, например, художник, коренной ленинградец Александр Блэк, который каждое утро выходил на улицу и зарисовывал все, что видит. В его альбомах рассказ, летопись первого года блокады. Когда его спросили, а зачем он это делает, он ответил, что это мой долг, и все, что я вижу, переношу на бумагу. В его иллюстрациях мы видим, например, разбитые улицы, трамвай, который стоит, занесенный снегом. Стоит так уже несколько месяцев, потому что уже несколько месяцев в городе нет электричества. Аэростаты, которые взмывают в небо. Кстати, аэростаты стали одним из символов блокадного Ленинграда. Эти большие сферы охраняли город от налетов. Еще одним символом непокоренного города стал метроном. Звук метронома. Он предупреждал об опасности. Если сигнал частый, значит тревога. Если сигнал медленный, значит отбой. В прямом радиоэфире тревогу объявлял диктор Михаил Миланет. Он же сообщил ленинградцам о прорыве блокады и о полном освобождении города. Но символом стойкости и несгибаемости ленинградцев навсегда остался звук метронома. Если говорить о стойкости, то здесь как раз можно вспомнить дневник Тани Савичевой. Девочке на момент блокады было 11. Ее семья жила в Ленинграде. Всего у них было 5 детей. У Тани было 2 старших брата и 2 старшие сестры.
Их отец умер за несколько лет до начала Великой Отечественной. Но было два дяди и бабушка, день рождения которой как раз решили отметить, а потом уже уехать на лето из города. Именно в этот день объявили, что началась война. Савичевы решили остаться в Ленинграде. Первая запись в дневнике Тани появилась 28 декабря. На странице с буквой «Ж» она записала, что умерла сестра Женя. Через месяц Тане пришлось сделать еще одну страшную запись. 25 января умерла бабушка Евдокия. Так до конца мая Таня фиксировала всех, кого отнимала у нее блокада. Последняя запись в дневнике Тани появилась в конце мая. Савичевы умерли все. Осталась одна Таня. Сегодня дневник Тани Савичевой можно увидеть в Музее истории Санкт-Петербурга. Обороне Ленинграда посвящена еще одна марка. Она вышла в День Победы в 1963 году. Вот так вот эта марка выглядит. Но вернемся к операции «Искра». За первый день наступления оба фронта сблизились, подошли друг к другу на 3-4 километра. На шестой же день операции, 17 января, коридор между фронтами стал минимальным. 18-го, после ожесточенных боев, 136-я стрелковая дивизия Ленинградского фронта соединилась с частями 18-й стрелковой дивизии Волховского. Встретились солдаты в 5-м рабочем поселке примерно в 12 часов. Блокада Ленинграда была прорвана. Теперь город связывала с остальной стороной не только известная всем дорога жизни, но еще один коридор шириной 8-10 метров. Это была очень важная первая победа, которая дала надежду на скорый конец войны. По этому коридору, который находился рядом с немецкими позициями, был постоянно под обстрелом, решили проложить железную дорогу. Прямо по снегу, прямо по болотистым местам Ленинградской области. Проект этот разработали еще при попытке первого штурма, при первой попытке прорыва блокады еще осенью 41-го. На снег и замерзшие торфяные болотистые почвы начали укладывать рельсы и шпалы. Так начали строить дорогу Победы, о которой почему-то не так часто говорят, как, например, о той же дороге жизни. Хотя она тоже спасла очень много жизней. Строить начали дорогу Победы спустя 4 дня после прорыва блокады, 22 января. Первые 33 километра проложили за 2 недели. Дальше стал сложный вопрос. Рельсы уперлись в Неву. Да, сейчас на Неве лед, но спустя пару месяцев он сойдет. Да, он такой прочный, что несколько дней назад выдержал танки, колонну танков. Но скоро весна, и нужен мост. Неву нужно было выбивать сваи. Всего за 12 дней, пока строили километровый мост через Неву, вбили 2650 свай. Первый поезд в осажденный Ленинград по дороге Победы прибыл 7 февраля 1943 года. Военная автомобильная дорога 101. Именно так в документах называлась знаменитая дорога жизни. И дорога жизни – это не метафора. Это
единственный был путь, соединяющий, единственная ниточка, связывающая блокадный Ленинград с остальным миром, со всей остальной страной. Идея проложить дорогу по льду Ладоги была очень смелой, но других вариантов не было. Нужно очень быстро было наладить связь с городом, а других возможностей просто не было. Это было опасно, но люди это делали. Как в основном мы представляем дорогу жизни? Ну, наверное, так, как вот она запечатлена на этой марке. Полуторка с открытой дверью. Водитель, который готов выпрыгнуть, если вдруг машина пойдет под лед. Кстати, полуторка машины Горьковского завода называются за их грузоподъемность. Такие машины могли перевезти 1,5 тонны. За водителем на первом плане мы видим еще колонну машин, которые везут в Ленинград. Возможно, муку, возможно, еще какие-то нужные необходимые вещи. Топливо. Над этой колонной наверняка баражируют вражеские самолеты. На заднем фоне мы видим взрыв. Возможно, только что закончилась атака. Вот примерно так мы и представляем себе то, что происходило на дороге жизни. Но это был целый большой механизм. Помимо самой ледовой дороги, это было еще северо-западное пароходство, корабли которого ходили по Ладоге в навигацию. Это и воздушный мост в Ленинград, воздушная дорога жизни, о которой чуть позже. Это и специалисты, инженеры прокладывали по дну Ладоги, например, трубопроводы для доставки топлива, например. Люди, которые проверяли дорогу, ремонтировали ее после налетов. Ученые, которые разработали специальные ПДД того, как вести себя на ледовой дороге. Люди, которые сами проверяли ее пригодность к тому, чтобы по ней пошли машины. Первый по дороге жизни прошел конный обоз. Было это 19 ноября 1941 года. А спустя 2 дня на Ладогу вышла первая колонна машин. 60 полуторок доставили в Ленинград 33 тонны муки. Это примерно по 5-6 мешков в каждой. Больше грузить просто боялись, чтобы машины не ушли под лед. В январе 1942-го по дороге жизни начали эвакуировать людей. Всего же за время блокады таким образом из Ленинграда вывезли 1,5 миллиона человек. До того, как встал лед, и до того, как в полную силу заработала дорога жизни, связь с Ленинградом была только по воздуху. Этот мост между Большой землей и оккупированным городом называли воздушной дорогой жизни. Авиамост обслуживали в основном самолеты Ли-2. Марок с этими машинами я не нашла, и командиров, летчиков, которые ими управляли, тоже не появлялись на марках. Если, может быть, я просто не нашла, и кто-то что-то об этом знает, буду рада за информацию. Вот так, Ли-2. Это вообще самолет с очень интересной историей. Началась она в Америке в 1932 году. Конструктору Дональду Дугласу поставили задачу сделать такой самолет, чтобы он был и надежный, и пассажирский, и желательно, чтобы это была какая-то новая идея. Такое, что ни у кого еще нет. Дуглас предложил
пассажирский самолет, который мог одновременно перевозить 12 человек. Назывался тогда этот самолет ДС-3. Эта идея так понравилась советским конструкторам, что к 1937 году они покупают права на производство у нас таких машин. Так с конвейера сошли первые ПС-84. 84 – это номер конструкторского бюро, который занимался переработкой американского самолета. И первым новшеством, которое появилось на этом самолете, на пассажирском, это пулемет. И эти самолеты заставали врасплох фашистских летчиков, потому что они видели пассажирский самолет, из которого вдруг появлялся пулемет и открывал по ним огонь. За первый год блокады самолет переделали, изменили просто до неузнаваемости. Из пассажирского он превратился в многоцелевой. Тогда решили изменить название, раз самолет уже абсолютно другой. Назвали самолет Ли-2 в честь Бориса Павловича Лисунова, человека, который внес огромный вклад в модернизацию этой машины. – 27 января 1944 года блокада Ленинграда была полностью снята. Она продолжалась долгих 872 дня. Войска Волховского и Ленинградского фронтов отбросили фашистов на 100 километров от города. Вечером 27 января в Ленинграде прозвучал артиллерийский салют. Тысячи людей вышли на улицы. Через 2 месяца после этих событий вышла первая марка, посвященная снятию блокады. На ней мы видим орден за оборону Ленинграда, корабельные пушки, в небе самолеты, которые охраняют уже практически мирный город Ленинград. В блокаде Ленинграда и освобождении Ленинграда в памятные даты выходило еще несколько марок. Так марки номиналом в 4 копейки выходили в 1964 и 1974. Последняя же марка, посвященная обороне Ленинграда, вышла в 2019 году. Вот так вот она выглядит, и на ней, возможно, мы видим сюжет, стилизованный встречи Волховского и Ленинградского фронтов после прорыва блокады 18 января 1943 в 5-м рабочем поселке. Ну а на сегодня это все. Спасибо за внимание. С вами была я, Ира. Еще увидимся в логове интроверта.